Всем привет! Пошел на продажу два вот таких вот кошелечка. Эту модель я уже показывал. Все достаточно просто. То есть одно отделение под купюры и два отделения под карточки. Специально не наносил финиш, чтобы ответить на вопрос, в общем, какими средствами пользуюсь для финиширования своих изделий. И в принципе сейчас покажу, как я это делаю. На данный момент полностью перешел на кремообразные финиши. Вот это Natura Creme от Kendo Farben и Splendida от EXI компании. Раньше я отказался полностью от кремообразных финишей из-за того, что не умел их правильно наносить и не получалось сделать это корректно. То есть какие-то были разводы на изделиях, они быстро впитывались, там сохли. И само изделие было непрезентабельно. То есть продавать такие изделия было нельзя. Сейчас я с этим вопросом немножко разобрался. И из-за того, что получается более корректно это все делать, полностью перешел на крема. Если у кого возникнет вопрос, почему не использую для этих целей жидкие апритуры, к примеру, там Апрета Супер от Kendo Farben, значит, от этих средств я не отказался. Единственное, что я их сейчас не использую на лицевых поверхностях там, изделий, кожи. Вот, я их использую для покрытия изнанки заглаженной. После того, как обрабатываю ее клеем СМС, я эту поверхность покрываю жидкой апритурой. И таким образом закрепляю ворс, чтобы он не поднимался. Почему отошел от покрытия именно лицевых поверхностей жидкими апритурами? Во-первых, для меня достаточно сложно. К примеру, бывает там ремень, он длинный, и равномерно нанести качественно жидкую апритуру достаточно сложно. Но это лично в моем случае. Не знаю, может кто-то там умеет это все делать. Для меня это сложно. Плюс после нанесения к ним могут липнуть разные там пылинки, там волоски. После высыхания ты это все убираешь, остаются различные там следы. То есть сама эта апритура, она создает более такой явный слой, явное покрытие на поверхности изделия. То есть, во-первых, сама поверхность, она становится более такой пластиковой, искусственной. То есть, теряется вот эта натуральность, ощущение натуральности. И, во-вторых, естественно, на этом покрытии будет видно различные там загрязнения, которые потом убираешь, остаются следы, и уже изделие, оно менее такое презентабельное и не годится там для продажи. То есть, я пользовался такими средствами, сейчас вот перешел на крема. С кремами таких проблем у меня нету. Сегодня буду работать с кремом от компании EXI, называется Splendida, маркировка P20. Есть еще один, он, по-моему, более глянцевый. Вот, крема использую нейтральные, то есть они бесцветные, просто придают такой небольшой какой-то блеск, придают эффектности уже готовому изделию. Работаю не только с этим кремом, еще использую Natura Creme от Kendo Farben. Вот они довольно схожи по применению и по конечному результату, но вот Natura Creme, он как-то, на мой взгляд, больше подходит для гладких кож, и я его использую там на ремнях, вот на разгрузках различных, которые шью. Так, Splendida я использую вот на более фактурных кожах. Вот, если посмотреть, есть какая-то текстура, и вот Splendida на таких кожах более выгодно смотрится. Один недостаток, который заметил за все время у этого крема, и о котором не могу молчать. В общем, на некоторых кожах после нанесения изделия все равно красится, он как-то поднимает краску. То есть это не на всех кожах. Вот у меня было на ременных
ну, как бы не знаю, красты, не красты. В общем, на ременной растишке после нанесения этого крема может изделие само краситься. Для нанесения крема, в принципе, наверное, как и в большинстве случаев, вот именно кремообразных каких-то средств, к примеру, как показывал на примере Best крема, вот, то есть нам понадобится губка. Я закрепил за этой баночкой вот кусочек морской губки, потом промываю его, и в принципе он пригоден к дальнейшему использованию. Можно использовать также и мелкозернистый поролон. Вот. Губку обязательно нужно намочить перед использованием, то есть пропитать ее водой, потом хорошенько выжать, чтобы она была такая не мокрая, но сыроватая. Вот. И можно приступать к нанесению крема. То есть набрали, немножко вот так вот вымакиваем, чтобы не было эффекта первого касания, и уже можем наносить. Так, смотрим до, и потом покажу, что будет после. Вот. Нанесли. Можно видеть, что вот в текстуре там есть остатки этого крема. Когда будет это все дело высыхать, крем впитается в кожу. Что мне нравится именно в кремообразных аппаратурах, они лучше впитываются в кожу, то есть они создают эффект этой красивой поверхности, но при этом не создают пластиковую поверхность. То есть они как бы больше подчеркивают натуральность, больше подчеркивают вот этот эффект натуральной кожи, чем, допустим, те же жидкие аппаратуры. Прошло минут 15, и получается вот такой вот эффект. Я потом еще и внутри покрыл, чтобы не терять много времени. Вот уже заметно, как крем впитался, создал какое-то такое покрытие с небольшим глянцем, но при этом вся фактура кожи, она осталась, и нету эффекта пластика. Завершающий этап — это нужно взять натуральную щетку и это все начистить. Я беру ткань и натираю. Крем самополирующийся, поэтому его нужно еще натереть по итогу. Так, ну вот, собственно, и финальный результат. Для сравнения можно взять второй кошелек и посмотреть, что дает данное средство. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.